Дорогие зрители, мы в Уругвае. Уругвай – это маленькая страна, которая расположилась между Аргентиной и Бразилией. Это страна всего на 3,5 миллиона человек. Это страна, в которой недвижимость котируется так же высоко, как в США или Европе. Давайте сегодня на это посмотрим. Почему так может быть? Почему феномен маленького Уругвая, где припаркованы деньги с разных стран, особенно из Аргентины, где экономика достаточно стабильна для того, чтобы поддерживать качественный уровень недвижимости. Мы сейчас в Пунта-дель-Эсте. Пунта-дель-Эсте – это район, который называют от Пунта-Баяна до Хосе-Игнасио. Это то место, где сочетается огромное количество высотных домов, небольших вилл и огромных особняков. Это страна для возможностей. Возможность создать для себя дополнительное место, дополнительный аэродром, когда вам хочется что-то изменить. Вы должны узнать для себя, подходит ли для вас Уругвай или нет. Так что такое Уругвай? Что за недвижимость, какая доходность? Правда ли это та страна, куда стоит привезти свои деньги? Стоит ли здесь покупать недвижимость? Какие налоги, какие расходы? Что это дает на перспективу нескольких лет? Есть ли реальный прирост стоимости недвижимости, которую вы инвестируете? Та ли это страна, где хочется иметь налоговое резидентство или просто резидентство? Какие есть сложности приобретения недвижимости и расходы на содержание этой недвижимости? Уругвай – это страна, о которой рассказывают много. Давайте только разберем по делу и факты. Простота легализации в Уругвае привлекла немало внимания к этой стране. Действительно, миграционная служба всячески способствует, создавая четкий, понятный список документов для того, чтобы получить ПМЖ. Страна благоволит иностранцам. Единственная сложность – это, возможно, знание испанского языка, которое действительно надо преодолеть. Хочется отдельно сказать, что взаимодействие с местным населением тут очень приятное. Люди доброжелательные и любезные. Они пытаются со своей стороны оказать содействие, чтобы найти решение в сложившейся ситуации. При взаимодействии с девелоперами, брокерами и хозяевами недвижимости зачастую происходит ситуация, которую не ожидаешь. Чем это вызвано? Это разница менталитетов. Наши ожидания не всегда соответствуют действительности, поэтому просто к этому нужно быть готовым. Давайте рассмотрим честные плюсы и минусы при инвестировании в Уругвай. Рынок элитной недвижимости Уругвая существует. Он перераспределился за последние десятилетия от больших частных вилл и резиденций в сторону больших многоквартирных высоток с набором услуг пятизвездочного отеля. Такие крупнейшие девелоперы, как Trump Tower, Fendi Chateau, Venetian, Le Parc и Cipriani имеют здесь свои большие красивые дома. Давайте рассмотрим плюсы недвижимости Уругвая. Во-первых, любой иностранный гражданин без открытия компании или получения ПМЖ имеет возможность приобретения недвижимости в freehold. Второе, все сделки номинированы в долларах США. Третье, индексация объектов недвижимости происходит на уровень инфляции. Как правило, это в пределах 4,5% на январь 2026 года. И четвертое, каждая сделка проходит с участием нотариуса, которого выбирает покупатель, что гарантирует надежность произведенного обмена и легитимность всех документов. Пятое. Наследование в Уругвае – это простая и четкая процедура, которая регламентирована уплатой только одного налога на передачу прав собственности – 3% от кадастра. Также вы можете передать вашу недвижимость при жизни, заплатив 4% от рыночной стоимости. Шестое. Недвижимость в Уругвае дает право на получение налогового резидентства. Налоговое резидентство возможно с нулевой ставкой на 10 лет на любой иностранный доход. Получение налогового резидентства без пребывания в стране. Необходимо приобрести недвижимость либо пакет недвижимости на сумму $2,5 миллиона и выше. Давайте рассмотрим минусы недвижимости Уругвая. Во-первых, это ярко выраженная сезонность. Второе. Спрос на рынке элитной недвижимости местного населения низкий, поэтому он сформирован, как правило, иностранным капиталом и инвесторами. Не у всех застройщиков качество строительства соответствует их цене. Четвертое. Дороговизна входа в сделку. Покупка недвижимости ассоциируется с рядом расходов. Во-первых, это нотариальные расходы, они составляют 3,6%. Во-вторых, необходимо заплатить налог. Он составляет 2% от
кадастровой стоимости при покупке и при продаже. Итого 2 от рыночной стоимости. Третье. Зачастую возникает комиссия риэлторов, которая здесь варьируется в пределах 3,6%. Итого на круг мы получаем порядка 9% на приобретение недвижимости. Пятое. Дороговизна перестройки недвижимости обусловлена высоким прожиточным минимумом и высокими отчислениями в социальные службы для строительных бригад. Шестое. Представленность иностранных брендов на рынке Уругвая достаточно низкая, поэтому нужно ориентироваться на 2 сценария. Либо приобретать то, что есть на рынке, либо запланировать импорт. Практически все возможно импортировать. Седьмое. В Уругвае существует налог на роскошь. Он делится на 2 вида – для резидентов и нерезидентов. Для резидентов он составляет от 0,2 до 0,7%. За вычетом $160 тысяч, которые не облагаются налогом. Для нерезидентов он составляет от 0,5 до 1,5%. В Пунта-дель-Эсте огромный частный сектор. Как правило, он представлен отдельно стоящими резиденциями и домами, но тенденция последних лет – это развитие частных территорий поселков, называемых баррио привадо. Интересный случай из практики, когда большая частная резиденция площадью 38 гектар была выкуплена аргентинской компанией, девелопером, и сейчас развито 269 участков земли, на которых люди сейчас строят дома, вокруг огороженная территория, большие хорошие променады и инфраструктура элитного дома, которая позволяет чувствовать себя комфортно. В случае покупки земли и строительства дома в этом поселке стоимость обойдется не менее $600 тысяч. В целом по рынку несколько слов о строительстве. Покупка хорошего участка земли от 15 до 40 соток – это $300-500 тысяч. Дальше необходимо понимать, что премиальное строительство, оно здесь выше рынка, это $3500 за квадратный метр. При сроке реализации проекта 300-700 квадратных метров за 12-18 месяцев. Но в существующем огромном многообразии частных домов иногда возможно выбрать уже имеющийся дом в хорошей локации и его реновировать и адаптировать под свои цели. Для меня недвижимость – это очень ценный актив, который необходимо выбирать с большой душой и перспективой на будущее. Мой опыт работы с недвижимостью с 2013 года в компании Jones Lang LaSalle в стратегическом консалтинге и рынке капитала. Для меня это дало очень хорошую базу понимания, как должна работать недвижимость, какие у нее должны быть сроки окупаемости и какие она должна иметь характерные качества для ее ликвидности. Коротко обо мне. Меня зовут Евгений, мне 40 лет, я свободно владею 3 иностранными языками. Мне удалось пожить в 6 разных странах и приобрести свой разнообразный кругозор. США, Англия, Франция, Германия, Таиланд и Уругвай. В Уругвае за 3 года меня ждало много новых открытий. Не только в юридическом плане, но также и в особенностях менталитета и коммуникационном плане. Здесь немножко по-другому работают социальные связи и особенности взаимодействия между людьми. Сейчас у меня есть знакомство не только с архитекторами, со строителями, с бухгалтерами и надежными нотариусами, но в целом комьюнити друг другу помогает, и я был бы рад оказать такую же помощь для вас. Мои способности переговорщика и знания недвижимости направлены на то, чтобы создать ценность именно для вас, без поиска каких-то альтернатив или компромиссов, чтобы закрыть вашу потребность в конкретной ситуации. Моя цель не купить какую-то недвижимость, а подобрать именно подходящий для вас объект недвижимости или комплекс объектов, для того, чтобы вы получили все бенефиты и все услуги в одном лице, во мне, как доверенном вашем помощнике. Моя прямая заинтересованность – создать для вас ценность. Именно эта ценность является результатом моей работы. В одном видео сложно охватить весь пул вопросов. Я буду рад, если вы свяжетесь со мной, мы обсудим с вами ваш конкретный кейс, и я честно подскажу, чем я могу помочь. Я буду рад новым знакомствам, и кто знает, может быть, до скорой встречи в Пунта-дель-Эсте.